Разработчики продолжают наваливать обновления один за другим, вследствие чего сегодня мы получаем новенькое и для CS2, который хоть и весит 33 мегабайта, но является довольно интересным. Ну а также затронем новую фишку временного бана за подозрительное действие в матчах. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Ищешь площадку, где можно поднять классные скины, то добро пожаловать в Case Hunt. Огромный выбор кейсов и отличный алгоритм дропа. Если не понравился выбитый скин, его всегда можно проапгрейдить. Ну а если у вас скопился ненужный шир, то запихните его в контракты. Помимо этого, на сайте есть различные бонусы и все возможные розыгрыши, включая открытие бесплатных кейсов. Ребята из Case Hunt стараются разбавить ваш интерес и придумывать что-то новое. Ну а если ты используешь мой промокод при пополнении, получишь плюс 30% к депозиту. Так что не теряй времени и заходи по ссылочке в описании. Ну что же, в данном обновлении разработчики вновь исправляют проблемы с нерабочей клавиатурой в игре, но на сей раз дело касается голосования за карту в конце матча. Исправили также ошибку, из-за которой в главном меню отображались обычные перчатки, даже если стояли определенные скины на них. Ну а при просмотре демо-записи матчей в конце вас больше не будет кидать автоматом в главное меню. Теперь же сама запись будет становиться на паузу. Также нам сообщают, что улучшили различные оптимизации при воспроизведении самих же демо-записей. Ну и, конечно же, добавили возможность и вкладку в мастерской режима гонки вооружения. Теперь же можно официально выкладывать созданные карты для данного режима. Ну а далее переходим к скрытым файлам и замечаем, что разработчики продолжают дорабатывать патруль. Ну как дорабатывать? Скорее вводить те функции, без которых он бы попросту не работал. Это, к слову, также связано с пунктом в официальном списке изменений, который останавливает демо-записи, а не перебрасывает вас в главное меню. Ну и, конечно же, то, о чем я вам говорил в прошлом ролике: обрезание демо-записей от пункта А до Б. И снова упоминание лучших моментов игрока. Ну а теперь же немножечко новостей. Незадолго до самого обновления разработчики решили выстрелить ружьем, которое добавили 25 и 26 апреля. Я про новую причину приостановки матча, в котором гласилось, что ВАК обнаружил нарушение в игровом процессе. В сети игроки CS2 начали постить скрины из игры с моментом приостановки матчей по данной причине. Ну и как в итоге выяснилось, ВАК выявляет подозрительное поведение игрока и отправляет его в временный бан на сутки, как и его друзьяшек по лобби. Я так полагаю, дело с данными нарушениями должно отправляться потом в патруль, и как раз таки в течение суток должны вынести решение по данной ситуации. Короче, если коротко, Valve запустили какой-то плагин, который выявляет неординарное поведение в игре. Пока что непонятно, каким образом он работает. Понятное дело, что рейдж словить труда не составит, а вот как быть с легитными читерами, пока непонятно. Возможно, данная система начинает активно проверять игроков после репорта в матче. Но, сами понимаете, это лишь догадки. Нужно определенное время, чтобы провести все тесты. Но опять же, это достаточно хорошие новости. Они хоть шевелиться начали. Однако остается лишь один вопрос: поможет ли это все шевеление? А то что-то после тихой вчерашней волны банов как смазывали очко, так и продолжают смазывать. Но я, понятное дело, очень хочу, чтобы у них все получилось. Хотя бы вновь разделили честных игроков от читеров. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!